Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториес. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас короткие увлекательные рассказы на русском языке. Не забывайте о возможности включить перевод на английский и другие языки в субтитрах YouTube. Итак, поехали. Восточные страны, куда активно в XIX веке продолжали проникать европейцы, сотни лет до этого жили по своим законам и обычаям, совершенно далеким от того, что принято называть ценностями европейской цивилизации. Одним из многих сюрпризов такого рода было открытие англичанами огромной секты служителей богини Кали, которые приносили в жертву людей. Сегодня рядом ученых, чаще всего индийского происхождения, настойчиво высказывается мысль, что никакой секты убийц в Индии не было. Все это фантазии испуганных англичан, или же их намеренный наговор на местное население ради своих нечистых колонизаторских целей. Дело в том, что англичане вели свои дела в Индии к тому времени уже более 2 столетий, но совершенно не подозревали о существовании секты тугов. Туги, так называли убийц, в то же самое время убивали людей тысячами по всей Индии. Убивали постоянно, каждый день. Жуткое открытие сделал британский военный, позже генерал-майор сэр Уильям Генри Слиман. Слиман был человеком умным, талантливым и разносторонним. Он был выходцем из семьи мелкого английского землевладельца. Армия и служба в колониях были для него возможностью проявить свои недюжие таланты. Он прекрасно знал языки хинди и урду, а также владел несколькими другими языками Южной Индии. Это дало ему возможность более тесно общаться с местным населением, понимать их обычаи, культуру и отношение к британцам. Слиман нашел в Индии останки динозавров и древних окаменевших деревьев. Они были отправлены в Лондон. Он впервые описал случаи, когда детей в джунглях вырастили волки. Им было задокументировано 6 подобных случаев. Именно записи Слимана вдохновили Киплинга на создание книги джунглей «Истории мальчика Маугли». Но в историю Уильям Генри Слиман вошел как человек, впервые раскрывший гигантскую секту разбойников-убийц. В 1835 году, находясь на административной должности, Слиман поймал предводителя местных бандитов. В обмен на снисхождение преступник начал рассказывать ему о своих преступлениях и сообщниках. И рассказал столько, что Слиман ему не поверил. Картина была настолько ужасающей и масштабной, что этого просто не могло быть.
Слиман решил, что предводитель бредит, поскольку, по его словам, выходило, что вокруг все время орудовала шайка профессиональных убийц, которые уничтожали людей буквально пачками. Но о них никто не знал. Тогда разбойник повел Слимана на место, на котором эта шайка хоронила свои жертвы. Он раскопал там больше сотни останков, подробно рассказав, где и как был убит каждый похороненный. Слиман пришел в ужас. Он арестовал 3 членов шайки, на которых показал предводитель, и начал их допрашивать, приняв меры к тому, чтобы они не могли контактировать друг с другом. Допросы показали, что речь идет о целой сети, покрывшей всю Индию. Строго говоря, англичане сталкивались с тугами и до Слимана, но они считали их обычными бандитами. После доклада Слимана в Индии началась кампания по выявлению и уничтожению тугов. Туги, другие встречающиеся варианты названия Тхаги или Тхуги, это последователи культа богини Кали, в ведении которой находились смерть и разрушение. Среди тугов были и индусы, и мусульмане, и мужчины, и женщины. По их убеждениям, богине Кали было предназначено высшим богом питаться кровью людей. Это очень плохо, но такова ее судьба, которую она себе сама не выбирала. С тех пор, чем больше крови получает богиня, тем счастливее себя чувствует. Соответственно, Кали в погоне за счастьем могла запросто уничтожить все человечество. И вот туги, ее служители, как раз спасали человечество, обеспечивая богиню порциями счастья. Ну а поскольку имущество жертв богиню не интересовало, туги с чистой совестью забирали его себе. У каждого туга была цель убить определенное количество людей, чтобы удачно реинкарнироваться в следующей жизни. Туги были сухопутными и речными, соответственно, местам, в которых караулили свои жертвы. Сезон их охоты длился примерно полгода. Речные туги активизировались в зимнее время. Они нападали в основном днем, а жертвам ломали спину и бросали на съедение крокодилам. Сухопутные туги использовали чаще всего специальные платки для удушения жертв, либо кинжалы или яд. Они активизировались осенью и нападали вечером или ночью. Когда начинался сезон охоты, туги, которые до этого занимались другими делами, собирались в условленном месте. Собравшись, они устраивали религиозную церемонию и ждали знака свыше, который либо давал добро на дальнейшие действия, либо сообщал, что время еще не пришло. Получив плохой знак, туги расходились,
а вот получив хороший, отправлялись на охоту. В шайках было четкое распределение обязанностей. Были разведчики, сотхи. Они выясняли, куда отправляется жертва и что с собой везет. Были предводители, джемадары. Это были мозговые центры и хранители культа, которым доставалась большая часть добычи. Были непосредственные исполнители, пхутоты. Именно они убивали жертву. Были помощники, шамси-асы. Они внезапно наваливались на руки-ноги туловища жертвы, помогая пхутоту сделать свое дело. Путешественники в то время передвигались небольшими группами от 2 до 4 человек. Туги как бы случайно встречались с путниками, представлялись такими же путниками и некоторое время шли вместе с будущими жертвами. Когда между ними устанавливались добрые дружеские отношения, несколько тугов уходили вперед, чтобы наметить место для привала и заблаговременно вырыть могилу. Когда путешественники располагались отдохнуть, рядом с ними пристраивалось по несколько тугов. По условленному сигналу вожака мгновенно и все сразу набрасывались на свои жертвы и быстро их убивали. После этого трупы обыскивали, награбленное паковали, а тела закапывали. Дело делалось быстро и аккуратно. Путники исчезали внезапно и бесследно, как если бы их никогда и не было. Убивали не всех. У тугов было табу на убийство женщин, детей, больных, инвалидов и представителей низших каст, нищих, факиров, танцоров и музыкантов. Также они не трогали англичан. Известен только один такой случай. Среди арестованных англичанами тугов были свои рекордсмены. Один из них, некий Бахрам, за 40 лет деятельности убил 931 человека. Это, так сказать, рекорд по количеству. Второй, некий Фатх-хан, за 20 лет убил 508 человек. Он рекордсмен по количеству убийств за единицу времени. Туги, предположительно, начали свою деятельность примерно с XII века. Считается, что только с середины XVIII и до середины XIX века они убили 1 миллион человек. Туги разработали собственный секретный язык и систему знаков, благодаря чему разбойники из разных регионов прекрасно понимали друг друга. Словарь тугов был впервые опубликован англичанами уже в 1838 году. Туги, как массовое явление индийской жизни, были уничтожены англичанами всего за 10 лет планомерных и беспощадных действий. Последний туг
был повешен в 1882 году. В современной Индии официально проблемы тугов не существует. Индийскому обществу пытаются внушить, что их никогда и не было, и все придумали англичане. Но ритуальные убийства в честь богини Кали совершаются до сих пор. Хотя говорить о них не любят. Они портят имидж, настроение и статистику. Друзья, вот такая жуткая и запутанная история была у нас сегодня. Напишите в комментариях, какие истории вам нравятся больше. Веселые или грустные, забавные или серьезные, простые или сложные. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!